зовут Женя, и вы на канале о вязании Your Happy Toys. Я приглашаю вас в очередную неделю, уже в третью неделю марафона кукольных дел мастер. Это предпоследняя неделя, еще осталась одна. И предлагаю вам посмотреть, что я вязала на этой неделе. Организатор марафона Снежана. На нее и на всех спонсоров девочек вы найдете ссылки под этим видео. Также вас приглашаю посмотреть не только мое видео, но и видео других участниц. Их видео можно найти по хэштегу, который будет у меня в названии этого видео. Просто нажимайте на него, и тогда вы перенесетесь во все видео этого замечательного марафона. Ура! Я завершила свою работу, я довязала куколку Женечку, но она получилась не такая, какая я планировала. Я планировала сделать куколку Женечку в стиле Барби. Она, да, получилась у меня с белыми такими белокурыми волосиками, но какая-то она не Барби, какая-то она больше, не знаю, такая феечка, что ли, у меня получилась. Сейчас я вам покажу, как все начиналось, с чего начиналось, процессы. И потом мы с вами вернемся опять в сегодняшний день. Сегодня у нас понедельник, и я вам покажу уже готовый результат у меня в руках и на столе. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас среда, 22 мая, и пора бы уже приступить к вязанию куколки для марафона кукольных дел мастер. Вы видите, у меня здесь корзиночка, уже навязаны головы. Эти головушки я вязала, показывала вам в первом своем отчете, когда вязала девочку Wednesday. И вот сейчас пора бы уже продолжать. Это у меня, значит, будет куколка Мари в стиле Барби. А это будет, наврала, куколка Женечка в стиле Барби. А это будет мальчик Женечка, тоже в таком летнем костюме. Но моя задача на эту неделю — это связать куколку Женечку. Я сегодня начну вывязывать ручки. Это будет у меня из розового такого яркого цвета номер не скажу какой, по-моему, 35, что ли. В общем, потом вам все покажу по итогу. Такой яркий цвет. Это будет, ну, как купальник, комбинезон. Все будет на каркасном креплении. Здесь я подготовила уже пластырь для обвязывания проволоки. Вот сама проволока. Покупала я ее на Wildberries. По-моему, тут 9 миллиметров диаметр. В общем, кому нужна ссылочка, переходите ко мне в телеграм-канал, и я там также после видео, когда выйдет видео, я оставлю все ссылочки, вот в том числе на проволоку. В общем, приступаю к работе и очень надеюсь, что на этой неделе я все-таки завершу куколку. Буду очень стараться, хотя переживаю, потому что у нее очень много волос, и на волосы уходит у меня сутки, наверное. Ну, в общем, посмотрим. Очень надеюсь, что успею. Хочется мне очень ее связать. Ну что, показываю сегодняшнее продвижение. Я связала 2 ручки. Вот такие вот они у меня получились. С пальчиками. И как они у меня будут? Вот так вот. Очень такой красивый, яркий розовый цвет. Прям мне очень нравится. Вот здесь ручку изолировала пластырем. Вот он у меня. В ладошке изолировала. Здесь не стала, потому что вязать с пластырем, кто вязал, знает, это ужасно сложно, потому что ниточка липнет, пачкается вот об этот липкий слой, и ее очень сложно протягивать. Поэтому я не стала всю ручку изолировать. Изолирую ее, скорее всего, вот здесь будут плечики, так как ручки будут ввязываться и будут формироваться плечики. И поэтому, скорее всего, я ее изолирую в плечики уже с переходом в шею. То есть вот эти все концы, они будут у меня изолированы и впоследствии по необходимости там по длине отрезаны. Так, неправильно согнула. Но на самом деле вот эта проволока, она достаточно такая жесткая, твердая, ее очень сложно сломать. Вот я ее только кусачками вот такими вот откусываю. Если просто ее несколько раз вот так вот гнуть, придется очень долго время это делать, чтобы она сломалась.
И когда она изолирована пластырем, мне кажется, это вообще невозможно сделать. Это нужно проявить большое терпение, чтобы ее поломать. На сегодня я завершаю свою работу по куколке. Вязание ручек заняло у меня где-то около часа. У меня есть заказ, поэтому я сейчас буду вязать заказ. Что я вяжу для заказа, вы можете посмотреть в моем вязальном влоге, который вышел в субботу. Оставлю вам под этим видео ссылочку. А куколку я буду продолжать вязать завтра. Я также распределила ее на несколько этапов. То есть один день это ручки, второй день это ножки, третий день туловище и четвертый день волосы. Возможно, возьму отсрочку, можно это сделать на этой неделе, но надеюсь, что мне это не потребуется, и я все успею связать. В общем, буду стараться. Ну, возможно, сегодня еще ножки повяжу, посмотрим, как у меня будет продвигаться основной у меня заказ. Посмотрю. Вот. Пока что так. Чем хорошо делать мастер-классы? Тем, что ты всегда даже свою игрушку, которую ты, в принципе, знаешь, как вязать, можешь спокойно открыть свой же мастер-класс и по нему спокойненько вязать. Все расписано, все понятно. И даже если ты вязал эту игрушку, там, например, год назад, то очень легко все вспомнить. Я прям наслаждаюсь, если честно, этим моментом и мастер-класса создаю даже не просто на продажу или еще что-то, а изначально вот для себя. Потому что в тетрадках, в блокнотах это все теряется, а в компьютере все сохранится. Главное еще копию сделать куда-нибудь на облако, причем в нескольких местах. Потому что было у меня такое, что все удалилось нафиг везде. Ну что, вот это вот куколка Женечка. И в таком варианте. И посмотрим, какая же получится в итоге у меня куколка Женечка в стиле Барби. Ну что, сегодня 23 мая. И сегодняшний день я планирую посвятить полностью на вязанию куколки. Потому что я беспокоюсь, что я могу не успеть. Сейчас я начинаю вязать ноги. И сколько смогу свяжу туловище. Вообще по плану у меня завершить вот эту вот часть, ноги, соединить, вывязать туловище, вставить уже в голову. И чтобы у меня осталось побольше времени на вязание волос, потому что волос у моей куколки будет очень много. И я хочу, чтобы они были длинные, шикарные такие. Ну, в общем, что прям волосы-волосы. А для этого, наверное, не один день потребуется, а целых 2. Вот. Поэтому поддерживайте меня. Прошу вас. Спасибо вам за лайки. Это мне все очень сильно поможет. Приступаю и надеюсь, что я все успею. Привезла ребенка на катание, а сейчас сама сяду, повяжу в тенечке. Буду вязать волосы для куклы. Никого нету, тишина. Вот сейчас сюда сяду за столик и повяжу. Хожу со своей сумкой, которую вязала, я не знаю, года 3 назад по мастер-классу Оли Каск. Вот. И очень она удобная. И если честно, я ее ни разу не стирала. Но она вообще не пачкается. Пряжа хозяюшка рукодельницы Люкс. Ну просто супер для сумки. Я бы еще себе связала какую-то подобную сумку на лето. Но времени пока что просто нету. А так бы я бы с удовольствием. В общем, достала ее и радуюсь. Туда бы еще карманы какие-нибудь. Потому что вот единственное, что неудобно, все кучей лежит. Ну что, вот мое вязание. Я приступаю к волосам. В общем, сейчас суббота, раннее утро. И я встала пораньше, чтобы повязать, пока все спят. И смотрите, какой я клубочек взяла.
Не буду вам показывать пока куколку, которую я сделала. Я еще не пришила волосы. Чуть-чуть попозже покажу. Ай, смотрите, из какого клубочка я буду вязать. Но я думаю, что он идеально подходит для этой куколки. Другого момента просто быть не может. Хотя мне его раскрывать очень-очень жалко. Говорю тихо, потому что все спят. Вот я тут навязала уже много чего. Связала куколки волосы. Вот смотрите, какая мне белая копна получилась. Но они не такие длинные, как я предполагала в самом начале. И это даже не связано с ограниченностью во времени. Но почему-то мне просто захотелось покороче сделать волосики, куколки. И, в общем, вот, копна волос. Сама куколка. Тут я ее уже всю собрала, закрепила. И уже я навязала наряд для куколки. Посмотрите, как у меня получилось. Но, честно скажу, мне не совсем нравится то, что получилось. Это совсем не совсем та идея, которую я хотела воплотить. Но и это тоже очень интересно смотрится. Я уже это все примеряла, прикладывала на булавочках. Так, единственное, что мне не хватает, это ушей. И я сейчас начну вязать ушки. Сначала пришью ушки, потом пришью голову и уже буду рядить эту куколку. Оформляется и получается очень интересный такой ободочек. Он держится на голове. Я показываю вам готовую куколку. Вот она у меня есть в таком виде. Полюбуйтесь на нее, на красотку. Лично мне она очень-очень нравится. Я ожидала немножко другого. Вначале в самом я планировала сделать совсем другую куколку. Но получилось, что получилось. И в принципе я очень этим довольна. Я довольна результатом. Мне понравилось, что получилось. В общем, не знаю, как вам на первый взгляд. Пишите свои впечатления. Как вы помните, в самом начале у меня была задумка сделать куклу Барби из своей куколки Женечки. Но это у меня, на мой взгляд, мне кажется, не получилось. Как-то она не очень похожа на куклу Барби. Просто она похожа на такую белокурую, нежную девочку. Может быть, какую-то... Больше мне даже кажется, что она напоминает феечку. Ну, в общем, я даже не знаю, как сказать. Ладно, давайте рассматривать. Смотрите, на голове у куколки вот такая вот косыночка. Косыночку я вязала по мастер-классу Audrey Studio, по-моему, так называется. Так, по-моему, называется канал на YouTube. Я вам ссылочку оставлю под видео. Конечно, я связала ее маленького размера, специально вот для куколки. И вот такой вот у нее есть комбинезончик симпатичный, и комбинезончик, и косыночку я вязала вот из такой пряжи Gazal Baby Cotton Rainbow. Здесь 50 грамм на 205 метров, то есть ниточка такая довольно тоненькая. И вязала я здесь крючком 1,75 миллиметров. Про костюмчик сейчас вообще расскажу по-другому совсем здесь. Здесь 50% хлопок и 50% акрила. Если вы смотрели прошлое видео распаковки подарка от Татьяны, то как раз этот моточек меня более всего заинтересовал, и мне безумно было жалко его использовать. Но когда я приложила к куколке эту ниточку, то я поняла, что это прям вот, ну, вот ее цвет, это должно быть с ней какой-то костюмчик из этой ниточки. И я начала пробовать. И на самом деле я как-то, знаете, посмотрела на метровку, ну, думаю, ну, тоненькая. Но на самом деле она так мало тратится, и она так плотно скручена, моточек, что он как-то не расхлябанный, ничего. Вот он такой плотненький. И мне кажется, даже вот мне на косыночку здесь хватит пряжи. Ну, тут много ее еще осталось. То есть еще даже на целую косынку взрослую, мне кажется, ее будет достаточно, этой пряжи. В общем, вот такая вот очень красивая, очень здоровская, очень мне понравилась. Понравилось, как она полосочками, смотрите, здесь ложится, интересно. И даже полоски почти совпали на костюмчике, то есть розовые, зелененькие, на штанишках, по крайней мере, так совпали. У куколки есть сумочка, сейчас мы с вами чуть-чуть попозже ее откроем и посмотрим, какие там сюрпризики есть. Дальше, с чего начать? Давайте про костюмчик. Костюмчик вязан очень интересным способом. Половину он связан
спицами, половина он связан крючком. В общем, это был полный экспириенс мой. Я вязала на ходу, ничего, конечно, не записывала, никакие мастер-классы у меня тут не будет, даже не предполагается, потому что это полнейшая импровизация. Мне не хотелось делать платье или сарафан, потому что это мне как-то уже поднадоело, эти сарафаны, платья, юбки. И мне хотелось вот что-то такого необычного, интересного, и в итоге получился вот такой вот интересный костюмчик. Давайте постепенно раздену. Шлепки, девчонки, простите меня, но я их не вязала, я их позаимствовала у прошлой своей куколки, я просто не успела. Но думаю, это такая мелочь, что и спонсоры, и организатор за шлепки меня простят. Говорю вам сразу, это от прошлой куколки. Давайте снимем комбинезончик, он сзади на пуговке, и посмотрим на саму куколку. Вот так снимается комбинезон. И здесь куколка, как я изначально предполагала, что это будет купальник. Ну, можно по-разному сейчас судить, так как лето, это может быть как купальник или как просто нижнее белье такое яркое. Так, здесь косыночка тоже на завязочках снимается. И вот такие вот волосики у куколки. Изначально была задумка сделать максимально длинные волосы, но потом я передумала, решила сделать каре, но все равно из таких кудряшек каре не особо получается, потому что они разные все равно длины. То какая-то кудряшка длиннее, то какая-то покороче, более кудрявая. Ну, в общем, волосы такие шикардосные, вязала я их, наверное, целый день. Эти волосы мучила. Но мне нравится в них копаться. Мне нравится то, что можно делать разные прически, можно сделать хвостики. Я это уже делала у своих куколок-женечек. Можно сделать 2 хвостика, можно как-то прическу переделать, сделать 1 хвостик. И все это будет очень интересно смотреться по-разному. Можно оставить просто распущенными. Куколка полностью на каркасе, то есть у нее поворотная голова. Ее можно наклонять в разные стороны. Ну уж не сильно она тут наклоняется, но внутри, в общем, проволока. Ручки тоже с проволокой, ножки тоже все с проволокой. Все это у меня на каркасе, то есть куколку даже можно вот так вот посадить. С опорой на спинку, конечно же, она будет сидеть. Куколка связана по моему мастер-классу. Это мастер-класс «Куколка Женечка». Сейчас я здесь вам фотографию выложу. Да я и ранее вам видео уже это все показывала. Единственное, вот одежка здесь не по мастер-классу идет. Мастер-класс можно приобрести у меня ВКонтакте, его цена 470 рублей. В сам мастер-класс входит PDF-файл по вязанию куколки. Также есть видео оформления личика, видео вязания волосиков, видео того, как делать и ставить внутрь каркас куколки. То есть это такой полноценный мастер-класс, в который включено все. И даже если вы ни разу в своей жизни не вязали каркасных куколок, то я думаю, что по этому мастер-классу у вас все обязательно получится. Там разжевано, показано досконально все. И девчонки, кто вязали по этому мастер-классу, даже ни разу не обращались ко мне с какими-то уточняющими вопросами, потому что, мне кажется, в этом мастер-классе я предусмотрела полностью все, вот как вот я делаю. Так как я сама впервые тогда, не впервые, я уже вязала ранее куколок на каркасах, но в тех мастер-классах, которые я покупала, не было описания о том, как делать этот каркас, как его вставлять, как закручивать проволоку, какую проволоку покупать. Этого в мастер-классах не было, и мне приходилось дополнительно искать в интернете разную информацию о том, как это все делать. И поэтому вот в свой мастер-класс я включила все, в том числе и какую проволоку, какой диаметр, как я ее скручиваю, чем я ее обматываю, изолирую, каким образом. И все вот я туда включила, чтобы человек, когда приобрел мастер-класс, он уже куда-то дополнительно в интернет не лез, а все у него уже было перед руками. Так, давайте по цветам. Лицо. В общем, тело куколки связано из Yarnard Jeans номер 73. Так, девчонки, если я сейчас ошибаюсь, я вот тут вот сбоку буду вам номера цветов писать. В общем, номер 73. Комбинезончик. Все, память отшибла. Напишу вам сбоку ярко-розовый цвет. По нарядам я уже вам сказала. Это вот такая вот интересная, необычная пряжица. У куколки есть сумочка.
Давайте мы с вами ее откроем. На сумочку у меня есть бесплатный видео мастер-класс на моем YouTube-канале. Ссылочку на этот мастер-класс я вам оставлю в комментариях. Если вы еще такую сумочку не вязали, то приглашаю вас повязать эту сумочку вместе со мной. Она довольно удобная, вместительная, вот такая интересная. И у нее там, у куколки, много всяких вещиц. Во-первых, это телефончик сотовый. Во-вторых, это туалетная вода, духи. То есть, как же такая принцесса без аромата будет. Тут же и книжечка небольшая у куколки есть, и чупа-чупс. Вот такие вот сюрпризики в этой сумочке. Все вот эти вот мелкие штучки я покупала на Алиэкспресс, и ссылочку я уже оставляла, ссылочки оставляла на своем телеграм-канале, поэтому, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то приглашаю вас присоединиться, и там вы в разделе ссылки все это найдете, где я что заказывала, покупала. В общем, вот такая вот сумочка с наполнением. Мне кажется, каждой девчонке будет интересно, любопытно вообще с этим играть. Ну, мне бы в этом возрасте было бы очень интересно. Я вот это все любила, и, как вы поняли, до сих пор не наигралась, и до сих пор это все люблю. И дальше я начала примерять куколки другие наряды. Во-первых, у меня был вот такой вот связанный сарафанчик остался он у меня от Зайки в сарафане. И посмотрите, как это здорово будет смотреться на куколке. Вообще в самом мастер-классе к этой куколке тоже идет подобный сарафан, только немного укороченный. А длинный я ни разу на такую куколку не примеряла. И вот у меня предоставилась такая возможность. И посмотрите, как это будет здорово смотреться, как он ей подходит, этот сарафан. Вообще такой универсальный сарафан у меня получилось сделать, потому что, как вы помните, он подходит как зайке в сарафане, как кошечки, ну, тоже по моему мастер-классу. Также он подходит и куколке. Здорово это смотрится, очень нежно. Здесь можно какой-нибудь бантик, такой же розовенький, связать, заколоть на резиночку, и будет вот такая вот прекрасная девочка, нежная, вот в таком интересном сарафанчике. Так, и еще у меня было связано вот такое платье, тоже очень давно висело на вешалке. И оно тоже, как ни странно, подошло к этой куколке. Хотя это платье я вязала по мастер-классу платья для кошечки, ну и для маленьких своих зверят. Вот. Для единорожек я вяжу такие платья, только я его сделала немножко удлиненным. А так, по-моему, как мне помнится, схема одна и та же. И это платье отлично подошло этой куколке тоже. Посмотрите. Оп. В общем, я очень довольна, потому что нарядов у нее очень много оказалось. Вот. Посмотрите, как и это платье здорово смотрится на этой куколке. Совсем другой вид. И тоже можно придумать какую-то интересную прическу. Тоже можно какой-то бантик или розочку связать вот таким цветом. И сочетается с розовым, кстати, вот такой вот голубой и с желтым. Очень по-летнему и очень симпатично. Вот. Куколку я затонировала, вы видите. Сначала мне показалось, что я как-то переборщила с тонировкой. Я тут затонировала где и бровки. Бровки вышила тоже 62-м оттенком Alize Cotton Gold. Но немножко, чтобы их увеличить, акцент на них, я затонировала коричневым. А здесь розовым щечки, вот где носик. И вот здесь над глазками тоже сделала тонировку. Сначала я расстроилась, мне показалось, что это слишком ярко. Но... еще и ушки тоже, смотрите. Вот здесь вот затонировала внутри ушек. Сначала мне показалось, что это очень ярко и как-то вульгарно, но куколка постояла день, наверное, на полочке, и как-то у меня глаз к этому привык, и мне теперь очень это нравится. Мне кажется, такое живое получилось личико, красивое. В общем, я, как всегда, нескромно хвалю свою работу, я ей очень довольна. Вот, пишите вашу оценку, ваши комментарии по этой куколке. Как вам она в таком блондинистом цвете? Теперь у меня желание связать еще и рыженькую, как я вот делала по куколке Марии, вязала в разных цветах
волосики, и они все, хоть они идут по одному мастер-классу, вяжутся одной и той же рукой, но они все разные абсолютно получаются. Ну, каждая куколка, она индивидуальна. Уже посмотрели, какая куколка у меня получилась. Я жду от вас комментариев, жду от вас каких-то слов, понравилась она вам или нет. И вот она еще у меня в руках. Когда игрушку показываешь в руках, всегда более понятно, как размер, по крайней мере. Вот такая вот девчонка, очень яркая, и в то же время, мне кажется, она очень нежная такая, получилась красивенькая. Я лично довольна своим результатом. Я не совсем довольна тем, что у меня получилось не то, что я задумывала изначально, но да ладно. Пускай будет так. Ну, тоже такая оригинальная девочка, красивая. Вы видели, у нее гнутся ручки, ножки. В сумочке у нее всякие интересные девчачьи аксессуары. Ну, мне кажется, здорово. Теперь ей осталось связать друга, мальчика, Женю, и я очень надеюсь, что я на этой неделе успею это сделать, успею его связать. Там будет поменьше мороки с волосами, потому что волосы, как вы понимаете, я вязала, наверное, целый день для этой куколки. У нее тут огромная копна, из которой можно делать разные прически. Я довольна тем, что этой куколке подошли и другие наряды от моих игрушек, от той же самой зайки в сарафане, но, в принципе, вот этот сарафан, он вяжется примерно так же, как и для мастер-класса для куколки, только у куколки он короче, а у зайки в сарафане, естественно, подлиннее. И ей подходит любая длина, и короткая, и длинная, она как-то всегда по-разному смотрится. Сейчас я вам покажу, для сравнения, у меня есть еще одна куколка, здесь рядом лежит. Для сравнения, вот у меня еще одна куколка, это самая первая куколка Женечка, которая была у меня связана, она здесь в очочках. Ну, так я ей для интереса поставила, но она без наряда, видите, тут платье, я ей так и не довязала, надо все-таки завершить. И вот такие вот у нее шикардосные волосы, у этой куколки есть челка, и она смотрится из-за этого немножко по-другому. Вот, смотрите, связаны вроде бы как, ну, не вроде бы как, а по одной схеме, а совсем они какие-то разные получились у меня. Давайте я уберу очки. У этой куколки поворачивается голова и гнутся ручки. В ножках каркаса нет. Это самая-самая первая, на которой я вообще попробовала эту схему. Надо будет ей тоже сделать все-таки какой-то наряд. Платье у меня здесь не довязанное, потому что у меня не хватило пряжи, а есть еще оттенок, но он уже какой-то другой и не подходит. Поэтому вот как-то так получается. Вот, две подружки, две куколки. И эту куколку я не тонировала, а это уже затонировала и вышила ей ротик. Ротик вышила специально такой нежно-бледно-розовой ниточкой, чтобы его практически не было видно. И вот так получилось. Давайте сейчас этой куколке оденем очки и посмотрим, как она в очках смотрится. Вообще, такие интересные универсальные очки, они подходят довольно многим моим изделиям, как для куколок, так и для заек в сарафане. Очки я заказывала на Алиэкспресс. В общем, все ссылочки я оставлю у себя в телеграм-канале. Ссылку оставлю на канал под видео, поэтому переходите и там забирайте. Здесь ссылки оставлять нельзя. Ну, вот такая она в очках. Но, если честно, вот как эта куколка в очках смотрится, мне не нравится. А вот как темненькая смотрится в очках, мне нравится. И они как-то идут. Образ какой-то такой интересный сразу становится. Но здесь она у меня без прически, без нарядов. Надо будет все это исправить дело и довершить эту куклу. Ну что, а сейчас мы будем с вами прощаться. Еще раз показываю вам эту малышку. Здесь такие ушки у нее есть интересные. Будем с вами прощаться. Я очень довольна этим этапом марафона. Я рада, что у меня все-таки получилась такая куколка. Мне очень понравилась по итогу цветовая гамма. Спасибо вам большое за просмотры, за поддержку, за лайки, за комментарии.
Желаю вам отличного настроения, желаю вам энергетического подъема. Лично приглашаю вас подписаться на мой канал в Телеграм, на мою группу ВКонтакте, на мою личную страницу ВКонтакте. Буду всем очень рада. Ссылочки все я оставлю под видео. Нажимайте кнопочку «Прочее» и переходите по ссылочкам на мои личные страницы. Там вы можете задавать мне любые вопросы. Я достаточно быстро всем отвечаю. Ну, вообще, как сразу мне уведомление приходит, сразу же стараюсь и отвечать, помогать, подсказывать. В группе ВКонтакте вы также сможете найти все мои мастер-классы, как платные, так и бесплатные. В статьях есть бесплатные некоторые мастер-классы, я их буду дополнять. И также есть каталог с платными мастер-классами. Если вы проживаете за границей, то мастер-классы можно приобрести на сайте Boosty. Ссылочку я также оставлю под видео, поэтому переходите и подписывайтесь. И если что-то вас заинтересовало, покупайте. Если не получается там купить, то напишите мне в личном сообщении, в Телеграм-канале, можно в WhatsApp, Viber, так как мой телефон также указан внизу под видео. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Если у нас какие-то разницы во времени, то я, конечно, вам не отвечу вам чуть-чуть попозже, но ничего страшного, думаю, в этом нет. На этом все, мы с вами прощаемся. Пока-пока, до новых встреч, увидимся с вами в следующем видео. Надеюсь, что я успею достойно завершить этот марафон, связать мальчика Женечку. Пока не знаю, какой он у меня получится, но надеюсь, что он будет достоин вот этой белокурой нежной красавицы. Всем пока-пока, до новых встреч!